Привет! Сегодня приготовим два вида хлеба из пшеничной и ржаной муки. Корочка у хлеба получается глянцевая, тонкая и хрустящая, а вкус как у деревенского хлеба. Для приготовления двух батонов хлеба нам потребуется 2 стакана пшеничной муки высшего сорта для пшеничного хлеба, 1 стакан пшеничной муки и 1 стакан муки ржаной обдирной для ржаного хлеба, 2 стакана теплой кипяченой воды около 40 градусов, 2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 2 пачки 7-граммовые быстрых дрожжей и 4 столовые ложки растительного масла. Все ингредиенты для каждого хлеба в отдельности оставлю в описании к видео. Первым делом приготовим пшеничный хлеб. Для начала поставим дрожжи. В тарелку наливаем теплую кипяченую воду, температура около 40 градусов, добавляем 1 чайную ложку сахара, пол чайной ложки соли, засыпаем дрожжи, я использую сухие быстрые дрожжи. Перемешиваем до полного растворения. Далее накрываем тарелку блюдцем или полотенцем и оставляем на 10 минут, чтобы дрожжи активировались. В результате должна подняться шапка из пены, это признак того, что мы все сделали правильно и дрожжи заработали. Высыпаем 2 стакана пшеничной муки в чашу для замешивания. В дрожжи добавляем 1 столовую ложку растительного масла без запаха, еще раз все хорошо перемешиваем. Затем, помешивая, постепенно начинаем выливать дрожжи в муку. Далее насыпаем на стол немного муки, выкладываем тесто, присыпаем тесто сверху мукой и начинаем замешивать. Если тесто пристает к рукам, можно присыпать его мукой или добавить немного растительного масла на стол, на тесто и смазать маслом руки. Замешиваем тесто минут 10 до эластичности. Готовое тесто раскатываем в небольшой пласт, скручиваем его в рулет. Смазываем форму для хлеба растительным маслом, форму можно использовать любую, у меня специальная алюминиевая форма для выпечки хлеба. Кладем рулет из теста в форму, накрываем полотенцем и убираем на расстойку в теплое место на 1 час. Тесто должно подняться и увеличиться в объеме в 2-3 раза. Теперь займемся приготовлением ржаного хлеба. В емкость насыпаем 1 стакан пшеничной муки и 1 стакан муки ржаной обдирной. И помешивая, постепенно начинаем вливать дрожжи в муку. Дрожжи готовятся точно так же, как и для пшеничного хлеба, в тех же пропорциях. Далее также насыпаем на стол немного муки, выкладываем тесто, присыпаем тесто сверху мукой и начинаем замешивать. Если тесто пристает к рукам, можно присыпать его мукой или добавить немного растительного масла на стол, на тесто и смазать маслом руки. Замешиваем тесто минут 10 до эластичности. Далее раскатываем тесто в небольшой пласт, сворачиваем его в рулет, смазываем форму для хлеба растительным маслом, кладем рулет из теста в форму, накрываем полотенцем и убираем на расстойку в теплое место на 1 час. Тесто должно подняться и увеличиться в объеме в 2-3 раза. Далее выпекаем хлеб в предварительно разогретой до 200 градусов духовке на средней решетке 40-45 минут. Время выпекания зависит от духовки. У меня электрическая, выставляю нагрев сверху и снизу. За 10 минут до готовности хлеба сверху нужно смазать яйцом для получения глянцевой корочки. По окончании приготовления достаем хлеб из духовки, даем ему постоять в форме минут 5, далее вынимаем из формы и остужаем на решетке. Обязательно дождитесь, пока хлеб остынет и дойдет внутри. Домашний хлеб готов. Вот так он выглядит после остывания. А вот такой хлеб получается в разрезе. На вид не отличишь от магазинного, а на вкус в 100 раз лучше и натуральнее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем приятного аппетита и пока-пока!